И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 16 марта, и во втором материале традиционно сводка с фронтов, что случилось за предыдущий вечер, ночь, ну и что прояснилось на сегодняшнее утро. Итак, сразу традиционно начинаем с Южного фронта. Целую ночь украинские паблики, украинские военные ждали, что в Одессе высадится десант, но он опять не высадился. Но удары по военной инфраструктуре были, нанесены несколько серьезных ракетных ударов по частям, которые базируются в районе Одессы. Российский флот находится в море и может появиться на побережье, в любой части побережья буквально в считанные часы. Но десанта пока нет. Переходим на Николаевское направление. И здесь я хочу вернуться к той теме, которую я в вчерашнем эфире закончил, что вот анонсировано Залужным большое контрнаступление в ВСУ. Посмотрим, что будет к утру. И вот вы знаете, к утру все это превратилось в настоящий фарс. Ну, собственно, ничего другого на самом деле и не ожидалось. Одним из таких направлений было Николаевско-Херсонское. То есть губернатор Николаевщины Кима рассказывал о том, там подмигивал о том, что ну вот ждите от нас сюрприза. Потом ночью в украинских пабликах была масса сообщений, что весь город, слышны шумы дизеля, идут какое-то наступление на Херсон. Ну, я человек, который мне сбросил это, говорю, ну, Вась, понимаешь, какая ситуация? Если весь город Николаев об этом переписывается в пабликах, то можете себе представить какое-то серьезное наступление. Ну, как мы знаем, все это закончилось ударом реактивной артиллерии по аэродрому города Херсона. А чтобы вы понимали, там расстояние меньше 40 километров. То есть из урагана легко можно добить до Херсонского аэропорта. А также из торнадо, то есть реактивная система залпового огня, которая состоит на вооружении украинских вооруженных сил, аналог Града. То есть там ракеты могут лететь до 40 километров. То есть никаких проблем из окраин Николаева нанести артиллерийский удар по аэродрому нет, не было и не будет. Причем это далеко не первый такой удар. И называть это наступлением на Херсон, ну, это глупо. Понятно, почему это было сделано. И вообще, вот это контрнаступление было анонсировано, понятно почему. Потому что на фронте у них полный швах. А еще позавчера было заявлено о том, что Херсонская область полностью под контролем российской армии. И нужно было показать, в том числе и Украине, что нет, не вся, мы тут еще боремся, мы можем наступать даже на столицу области, на город Херсон. Ну, вот такое получилось наступление. И надо сказать, что вот именно в этом месте вот эти так называемые контрнаступательные, на самом деле просто артиллерийский налет, вот эти действия достигли наибольшего результата. По разным оценкам, несколько вертолетов либо повреждено было, либо подбито, либо сгорело. Не знаю, та фотография, которая витает по интернету, она вызывает сомнения. Она явно сделана в дневное время, а удар, напомню, был нанесен ночью. В общем, в любом случае, как бы там ни было, на наступление это не тянет. Вторая точка наступления это было Запорожье. Южнее Запорожья собиралась и до сих пор существует мощная тоже артиллерийская группировка, которая попыталась было нанести удар по российским частям, но получила встречный удар. И обратите внимание, в районе Запорожья никто не хвастался о том, что украинская армия перешла в контрнаступление. То есть обычная контрбатарейная борьба, и по моим данным ВСУ эту борьбу проиграла. Ну и для того, чтобы уже закончить тему контрнаступления ВСУ, потом мы перейдем на Донецкое направление, перенесемся в Киев, потому что именно там в интернете развивались главные события. По данным так называемых патриотов, к утру украинская артиллерия разнесла все российские вооруженные силы в этом направлении. Они в панике бегут к белорусской границе, отброшены на 50-60 километров назад. Вот такое мощнейшее наступление ВСУ. Его сразу же понесли куча разных патриотических пабликов. Я читал это в Азербайджане, прочее, такую чушь несли. Но на утро, уже ближе там, к 9-10 часам утра, все эти паблики начали постепенно исчезать. Потому что местные жители крутили у виска, вы там все нормальные. У нас наоборот, российские войска перешли в наступление и взяли плацдармы уже восточнее реки Ирпень. То есть, по сути, прорвали ту линию обороны, которую выстроила ВСУ на этом направлении. То есть, ни о каком наступлении ВСУ речи не идет. Наоборот, речь идет о наступлении российских войск, которые планомерно продавливают оборону ВСУ в этом направлении на протяжении уже не первых суток. И под Киевом было последнее вот это контрнаступление, которое, как мы видим, больше было в виртуальном пространстве, чем в реальном. В реальном, подчеркиваю, был только один обстрел города Херсона, вернее аэропорта города Херсон, пока еще до конца непонятными результатами. Теперь переносимся на Донецкое направление. Сразу внесу поправку, то есть вчерашний прорыв, благодаря вот господину Коношенкову, который немножко не разобрался в географии, а я ссылался на его данные. Так вот, там действительно идет наступление ДНРовской армии,
трудно идет, то есть никакого пока действительно прорыва нет, есть продавливание обороны противника, продвижение на несколько километров вперед. Тоже работает авиация, работает артиллерия, все, как я и говорил в вчерашнем выпуске. Просто прорыва пока реально нет. И также войска ДНР начали наступать в районе Марьинки. Таким образом, наступление на Курахово идет сразу с двух направлений, с юга и с востока. Ну и понятно, что основной задачей группировки из Горловки является обход Авдеевки и таким образом окружение Авдеевки и всей Донецкой группировки ВСУ. То есть все здесь пока идет по этому плану. Ну а в районе Северодонецка и в районе Рубежного идет штурм города. В целом уже до половины Северодонецка зачищено от войск ВСУ. И я так понимаю, сегодня, максимум завтра мы услышим о том, что этот город, а может уже и Рубежный, будут полностью освобождены от вооруженных сил Украины. Вот примерно так выглядит ситуация на сейчас на фронте. Ну и в вечернем выпуске традиционно я подведу итоги дня. Все, на этом пока все. До свидания и до вечера.